что Великобритания не имеет другой альтернативы, кроме как считать Россию ответственной в отравлении Скрипаля и его дочери. 15 марта в статье «Guardian» приводятся слова Бориса Джонсона о том, что у британского правительства имеются ошеломляющие «the evidence of overwhelming» доказательства причастности России к отравлению Скрипаля. Однако он не уточнил, какие именно. В тот же день Телеграф со ссылкой на собственные источники в спецслужбах публикует статью о том, что вещество, которым был отравлен Скрипаль, якобы находилось в чемодане дочери. По данным издания, упаковка с нервно-паралитическим веществом находилась в багаже Юлии Скрипаль, с которым она прибыла в Солсбери из Москвы. Предполагается, что ядом были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или привезенные Юлией подарки. 17 марта Борис Джонсон в разговоре с BBC заявил о том, что за инцидентом в Солсбери стоит лично руководитель Российской Федерации. 18 марта Daily Star в лучших традициях научной фантастики предполагает, что отравили Скрипалей при помощи дрона. Другое издание в этот же день, Guardian, все-таки склонно полагать, что отравляющее вещество распылялось через вентиляцию автомобиля. Я напомню, что никакого опровержения со стороны британских государственных структур, органов, следователей так и не последовало. 22 марта. В заявлении по итогам саммита ЕС была подтверждена солидарность Евросоюза в том, что нет другого логичного объяснения произошедшему, кроме как причастность к этому России. 28 марта. Британская полиция сообщила, что следователи склоняются к мнению, что Скрипали вошли в контакт с новичком у себя дома. Самая высокая концентрация отравляющего вещества была обнаружена на ручке входной двери дома, в котором проживал Скрипаль. 29 марта. В своем официальном аккаунте в Твиттере Foreign Office обвинил Россию в распространении дезинформации. Теперь внимание. Путем разработки многочисленных версий и теорий произошедшего в Солсбери. Оказывается, это у нас много версий. 1 апреля. Таблоид Sun публикует материал о том, что отравляющее вещество могло быть привезено в упаковке гречневой крупы, либо лавровым листом и специями, которые Юлия Скрипаль не успела забрать перед отъездом в Великобританию, попросила привезти некую знакомую, летевшую с мужем в Лондон другим рейсом. Это была первоапрельская шутка, как потом выяснилось? Или это была еще одна версия? Вы считаете это нормальным? Вот в этой ситуации шутить таким образом – это не весело. Еще по одной версии, новичок был нанесен на некий рекламный буклет, который был предназначен для Скрипалей. Это тоже версия была опубликована в эти дни в британской прессе. 2 апреля в статье, это уже Нью-Йорк Таймс, со ссылкой на неких чиновников утверждается, что намазать химическую отраву на ручку двери все-таки версия про дверь понравилась больше. Настолько рискованно и дерзко, что это могли сделать только суперпрофессионалы, а значит русские. А то, что до сих пор не удалось установить, отдавал ли лично президент Российской Федерации приказ устранить Скрипаля, объясняется тем, что российский президент умеет скрывать информацию. Напомню, Нью-Йорк Таймс. 8 апреля Борис Джонсон опубликовал статью в Sunday Times, в которой заявил, что Россия выдвинула 29 теорий отравления Скрипаля. Ранее, 4 апреля, им же в Твиттере были опубликованы долгожданные обоснования вины России в дополнение к знаменитым исчерпывающим доказательствам в виде распространенных 6 слайдов. Так вот, среди этих самых доказательств, долгожданных, обоснованных и обновленных. 1. Портленд Даун определил вещество как новичок. 2. Россия занималась изучением вопроса доставки нервно-паралитических веществ и в рамках этой программы располагала небольшим запасом новичка. 3. У России был мотив для покушения на жизнь Скрипаля. Вообще любопытно наблюдать за хронологией событий, представленной в аккаунте министра иностранных дел Великобритании. И это тоже относится к сути вопроса, о котором я скажу чуть позже. Так вот, аккаунт Бориса Джонсона в социальной сети Twitter
стоит посмотреть. Резкие, грубые, на грани фола записи о России, о ее вине в так называемом деле Скрипаля. Как бы перемешанные с милыми фотографиями самого Бориса в окружении приятно улыбающихся людей. И тут же монстры в масках, костюмах химзащиты. Просто невооруженным глазом видна информационная манипуляция сознанием людей. В счастливую, спокойную жизнь Англии ворвалась ужасная Россия. Вообще, видимо, вся эта информационная кампания по дискредитации России дается британским политикам нелегко. То ли уже аргументов не остается, то ли нервы сдают. Вот чего только стоит перепалка Бориса Джонсона с лидером лейбористов, который обвинил главу Foreign Office в введении британской общественности в заблуждение своей вольной трактовкой заключения экспертов Портендауна. Вот Борис Джонсон в ответ обвинил главу лейбористской партии в том, что